Всем привет, парни и девушки. Итак, в этом видео я бы хотел вам рассказать о компьютере, который я подарю своим подписчикам. Сделаем простой конкурс ВКонтакте, буквально бесплатно можно будет выиграть этот компьютер. Причем компьютер далеко не простой, а современный. Это готовая сборка ПК от MSI, модель называется Mac Meta 5 с процессором Ryzen 5 5600G и видеокартой Radeon RX 6600 XT, что примерно на уровне там RTX 3060. И как получить такой компьютер от меня лично, я расскажу вам в течение этого видео. Итак, самое интересное и первое, что я сделал, это решил сравнить цену этого компьютера, точнее железо, что стоит внутри этого компьютера, против обычной сборки, что может собрать обычный человек сегодня. И вот стоимость железа внутри я насчитал по сегодняшним ценам в ДНС примерно на 82-83 тысячи рублей. В то же время точно такой же компьютер продается, например, в Эльдорадо или в МВидео, внимание, за 64 999 рублей. То есть разница в цене существенная, причем в этом случае вам не придется ничего собирать там вручную, это уже готовая сборка, так что на редкость, но бывает так, что готовые сборки от больших компаний выходят дешевле вам по цене, чем просто собирать компьютер все по отдельности. Но не все так замечательно, есть небольшие нюансы, о которых я расскажу вам в этом видео, и они больше касаются именно корпуса, ведь он с одной стороны тяжелый и качественный, и внешне даже симпатичный, а с иной стороны конструкция внутри, мне кажется, не очень современная. Обо всем этом обязательно стоит вам рассказать, но сперва, с вашего позволения, минутка полезной информации для зрителей. Друзья, я думаю, вы уже в полной мере осведомлены, что IT — это одна из самых перспективных сфер в наше время с высокой динамикой развития. Если вы уже работаете в IT, например, вы разработчик, тимлид, продакт или проект, архитектор, тестировщик, дизайнер или аналитик уровня Middle Plus, то приходите на IT-пикник от Тинькофф и CodeFest и также Мельницы. Ребята решили собрать IT-специалистов из разных компаний в Москве 2 сентября, чтобы все могли познакомиться, обменяться опытом и одним словом отлично провести время. Вот 3 причины, почему стоит вам прийти. Во-первых, само мероприятие — это, скажем так, IT-пикник, это площадка для обмена опытом и поиском партнеров. Плюс это возможность задать вопросы экспертам. Во-вторых, вас ждут мастер-классы, настольные игры, робототехника, ретро-тех и квесты, а еще специальная летняя подборка лучших треков и секретный хедлайнер. Ну а в-третьих, сами билеты на фестиваль можно получить за обычный донат в один из благотворительных фондов, который можно выбрать самостоятельно на сайте. Переходите, друзья, по ссылке в описании, регистрируйтесь на IT-пикник и с пользой проведите время в кругу единомышленников. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, я думаю, не стоит сильно заострять внимание на железках нашего компьютера от MSI. Почему нашего? Потому что, еще раз напомню, я подарю этот компьютер подписчикам. Сделаем с вами конкурс. Об этом в конце видео, а сейчас еще раз быстренько зачитаю вам конфигурацию железа и проведем несложные тесты, запустим парочку игр. Итак, процессор, еще раз повторюсь, это 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600G со встроенным видеочипом. Далее материнская плата на чипсете B550, еще у нас идет 16 оперативы, 2 плашки по 8 на частоте 3200, потом имеется встроенный Wi-Fi и Bluetooth модуль, плюс очень важный момент, это видеокарта RX 6600 XT на 8 VRAM, все это от фирмы MSI. Далее у нас внутри стоит скоростной SSD накопитель на 512 вроде бы от компании Western Digital, и также внутри я нашел один винт обычный, это жесткий диск на 1 терабайт, вроде бы все, хотя нет, стоп, у нас еще блок питания, это MSI на 500 Вт, и корпус тоже, разумеется, от данного вендора. Причем корпус, как я уже рассказывал вам в начале, реально очень большой и вместил бы в себя, ну не знаю, там RTX 4090 и парочку водянок, но внутри стоит материнка в микроформате, небольшая видяха, базовый боксовый кулер на процессоре и куча свободного места. Причем место, знаете, которое занято как бы, под накопители. Я не знаю, кто будет ставить столько накопителей в этот компьютер, но лучше снять все эти корзины под винты и сделать меньше в размерах сам корпус. Плюс к этому блок питания имеет хоть и нижнее расположение, но в корпусе нет защитного кожуха в области питальника, поэтому все провода наружу, то есть видны. С одной стороны, да, чем больше свободного места, тем лучше для вентиляции железа, а с иной стороны мы привыкли уже к стандартной конструкции. В общем, по железу, друзья, нет претензий, оно хоть и не самое последнее, но все же современное и достойное в 2023. А вот корпус лучше, конечно, не открывать и пользоваться компьютером прямо из коробки. Внешне он симпатичный, это так, а вот внутри просто из 90-х, зато с подсветочкой, это самое важное. Окей, я думаю, больше, наверное, нет смысла вдаваться в подробности по каждой железке конкретно, и сейчас давайте с вами запустим парочку игр на Ultra Full
Full HD. Начнем, конечно же, с Киберпанка, и тут на ультра без лучей, но с включенным FSR апскейлом от AMD в режиме баланс у нас в среднем от 65 кадров до 90. Причем видно, что видеокарта почти на полную загружена. Да, бывает, конечно, падение до 90% на видеокарте, но тем не менее процессор вытаскивает сложные, предельно сложные локации с кучей объектов, и видеокарта получает необходимые кадры для построения стабильных 60, 70, 80 кадров на ультра. Что насчет температуры, то Киберпанк это самая тяжелая тема именно для процессора, и он поднимается в пиковые свои моменты до 70 градусов. Это при том, что на процессоре стоит боксовый кусочек металла, то, что идет именно в комплекте. 70 это далеко не 90, и если нужно вам понизить температуру, то можно это сделать в биосе материнки, то есть залочить частоты, например, на отметке 4200 и поставить вольтаж на ядрах, и температура станет 60, возможно там максимум 65. Хотя еще раз повторюсь, Киберпанк это самое прожорливое в нашем тесте именно к процессору, потому что в Ведьмаке 3 на 12 Директе уже не так сильно используется процессор, и больше тут участвует именно видеокарта. Хотя и видеокарта тоже в этом случае греется, ну, смешные там 60 градусов. Тем не менее, без трассировки лучей на запредельных настройках от 70 до 90 FPS. Но это, опять-таки, повторюсь, без трассировки лучей. И я не стал ее включать специально вначале, потому что мы знаем, что Ведьмак 3 имеет свойство сильно проседать с включением трассировки. Тем более, как бы, ну, на видеокарте AMD, в которых с лучами не все замечательно, как вы знаете. Но, тем не менее, я решил включить чисто для понимания. Итак, да, с трассировкой у нас уже не 80-90, а получаем в среднем 45, возможно, просадки до 38. Не знаю, возможно, кому-то понравится из зрителей консольный 35-40 FPS, но мне лично больше нравится все же 70-90, при этом не сильно, прям визуально заметна разница с лучами и без лучей. Так что уже вам решать, то есть какие настройки выбирать на свой вкус. Одним словом, в новинках на этом компьютере можно запустить все, что вам захочется на Ultra Full HD, но без трассировки лучей, и будет как бы все супер, все замечательно. А если запускать сетевые проекты типа там контры, доты, танков и так далее, там вообще, понятное дело, будет, ну, без проблем больше 200 кадров, это точно. С точки зрения мощности ПК получился бодрым, он все тянет, и даже в будущем можно прокачивать или там поставить, например, видеокарту более мощную или процессор, например, там Ryzen 7 5700, и можно еще 5 лет пользоваться на здоровье. И вот теперь, друзья, насчет конкурса. Итак, бесплатно, без каких-либо там сложностей и подписок на мой канал и комментариев, просто делаю простейшие условия для вас. Все, что вам нужно, чтобы получить этот компьютер, это открыть ВКонтакте, а я уверен, у всех есть страничка в ВК, и там нужно просто сделать следующие условия. Первое, подписаться на мой паблик Пошелестим, далее в сообщество MSI тоже подписаться, и второе, под постом об этом конкурсе просто поставить лайк и сделать обычный репост. Все, буквально 2 действия. Далее через месяц в конце сентября выберем победителей. Все просто. И еще раз повторюсь, подписка на наш паблик Пошелестим и также MSI, сделать репост и поставить лайк. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Это несложно, и в итоге компьютер за 65 тысяч может быть вашим. Я даже сниму видео о том, как человек получил этот компьютер, чтобы не было вопросов. Все честно, участвуйте, и пусть вам повезет. Ну а я на этом уже буду, наверное, заканчивать. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте. Всем удачи и пока-пока.